Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. Личная жизнь до конца лета. Давайте узнаем, что же прояснится или как изменится ваша личная жизнь. И останемся реалистами. И я должна сказать, личная жизнь не только про любовь, это еще и сфера наших достижений. Или то, чего просит наша душа, где мы видим себя, ну вот как самовыражение. То есть где-то это может пересекаться еще и с вашей работой или вашими устремлениями, обучением, к примеру. Ну, давайте узнаем. И если мы говорим, что же там прояснится до конца лета, а в июле месяце у нас Уран входит в знак зодиака Близнецы. С одной стороны, это ломка какого-то шаблона. Что-то может и завершиться, и в связи с этим и проясниться. Это могут быть какие-то неожиданные новости, сведения, которые связаны даже с миром внешним. Или то, что мы, может быть, прежде не учитывали. Но основной расклад, как вот вы будете чувствовать себя. Давайте узнаем, что для вас прояснится. И мы достанем две карты. Ваше настроение, ну и ваша где-то готовность. Вторые две карты мы назовем, что вам будет помогать, что вас будет радовать, в чем ваша сила. Две карты. Как партнер откликается в вашу сторону, как он проявит себя по отношению к вам. Спросим, будет ли новое знакомство. И пусть это как новые люди. Это взаимоотношения с новыми людьми. Или, в принципе, какие-то новые контакты, новое окружение. Особенно для тех, кто это планирует. Возможно ли вообще расширение контактов как таковых? Следующие две карты. Что вам может помешать? Или каким-то образом препятствовать? Сами по себе неожиданности. С одной стороны, это возможности могут быть, потому что они никогда нами не спрогнозируемы. Но это может еще и быть как Его Величество случай, который может нам давать добрые подсказки, какое продолжение может тогда следовать. Словом, чего вот это может касаться. И последняя карта – совет. Давайте узнаем, что же там у вас будет проясняться. Ну вот вопросы по части денег, скорее всего. А на самом деле это еще и новые возможности. И, может быть, это касается ваших заработков, работы, сделать карьеру или открыть для себя вторичный источник дохода, или изучить, может быть, или вы уже что-то изучали, а здесь вы приступаете к действиям. Все же туз Пентаклей – это как еще помощь высших сил. И правда, для вас добрая энергия в вашем знаке зодиака Юпитер уже. И Юпитер все расширяет. Поэтому тут какая-то палитра творчества может быть расширена. Или какая-то прежде была у вас проблема, значит, больше вариантов решения этой проблемы вы будете видеть. Ну, я могу и допустить, если мы про личную жизнь, как в отношениях чувства могут вспыхнуть с новой силой. Хотя не совсем карта тут про эмоции, хотя карта больше про радость. Поэтому тут сразу же с первой карты какой-то позитивный настрой. И, может быть, вы будете просто этим воодушевлены. Вы чувствуете сейчас приток жизненных сил, активности, энергии. Где-то можете чувствовать мне море по колено. Кстати, для кого-то из вас хочется баловать себя. Но я так больше вижу, что все же финансовая какая-то история более в четких идет очертаниях. Опять же, про финансы девятка кубков, хоть и кубки, но все-таки это здесь больше достижения. Не случайно нам показан хозяин таверны. То есть это ремесленник, по сути дела. Ну, не совсем ремесленник, как ремесло. Но это его личное дело. Вот у вас какое-то личное дело, может быть и творчество, которое быстро набирает темп. Вот вы как будто первые шаги все же по тузу Пентаклей – это какое-то начало. И может быть не сам по себе бизнес или ваша работа, вот как начало, а вы уже что-то продолжаете, но новые возможности. Новые возможности, но абсолютно для всех, наверное. Важно будет их увидеть. У кого бизнес, значит, сумеете вы тут решить те препоны, которые вам препятствовали. Для тех, кто просто работает по найму, вы задумаетесь о том, чтобы построение карьеры совершить. Соответственно, будет увеличено и жалование. То есть денежная тема, она присутствует.
Тут главное будет один момент, что прояснится. У кого-то будет непреодолимое желание, все же иногда девятку кубков мы трактуем, я ее так называю, картой эгоиста, когда мы видим себя. Да, благополучный период для заработков или для каких-то согласований. Ну, одним словом, все то, что касается дела, работы, бизнес. У кого-то ведь и документы. Получение документа долгожданного. Или прежде не получалось его получить, а теперь наоборот есть какая-то возможность, может быть, как узкий ход, да, и вы используете это, и для вас вот уже новые перспективы практически врываются в вашу жизнь. И может такое быть, какое железо пока горячо. И вы с головой уйдете в работу. Потому что, видите, вот одно что-то. Не случайно девятка кубков и говорит. С одной стороны, да, человек уже добивается чего-то. Он уже, вот этот материализм, он как бы в его руках присутствует. Но не видеть жизнь однобоко. Вот такая тонкая подсказка, в чем же ваша сила, в чем ваш успех. А ведь и правда, мои дорогие, выход из лабиринта по-другому не скажешь. Из какого-то финансового стопора. Может быть, это вы что-то переиграете. Прежде вот, например, вы и не собирались строить карьеру. Вас вполне устраивала та должность, в которой вы находились. Тут ведь обстоятельства могут так еще сложиться, вас словно к чему-то подталкивают. И вот какая-то и липкая паутина мыслей заканчивается. Я часто называю так эту карту. Так и словно мы много раз что-то предпринимали, но каждый раз лбом упирались в стену. Что-то не шло. А теперь какой-то альтернативный вариант нам помогает выйти из этой путаницы. Что вам еще помогает? Что вас радует? Старший аркан умеренности. Ну, наверное, быть умеренным во всем, может быть, сбалансировать работу, труд, личную жизнь, так, чтобы хватило и на личную жизнь и времени хватило на ваши достижения, может быть, и изучение, на саму работу. Для вас, словно, знаете, по аркану умеренности иногда проходит «не было бы счастья, да несчастье помогло». Или какой-то его величество случай, не случайная, как раз случайность. И нужно понимать, что если мы в рамках шаблона какого-то находимся, или думаем, что ну вот будет так или никак, то есть если не рассматривать альтернативные варианты, то можем суметь и прошляпить какую-то шикарную возможность. Будьте внимательны, правда. Тут вам помощь высших сил приходит, но и от вас определенная гибкость требуется, и, может быть, кому-то придется на что-то решиться. Вы можете услышать какую-то новость, и для кого-то эта новость, может быть, даже в средствах массовой информации. Это будет как по щелчку какой-то новый отсчет времени, вы понимаете, а ведь и правда все в реальности меняется, чего уж я сижу жду. Вот тут нужно действовать. И вот этот удачный момент, он вам помогает. Может быть, этот удачный момент выражается, что не потом когда-нибудь, а именно теперь. Вот такой внутренний инсайт вас посещает. И вы, не теряя время, воспользуйтесь чем-то или переключитесь даже на решение какой-то темы. Ну, сложно тут сказать. Почему-то ни одна карта про личную жизнь не говорит. И я так думаю, что раз выпадает аркан умеренности, для тех, кто в паре, для тех, кто в отношениях, но тут все идет своим чередом, по крайней мере, до конца лета. Давайте откроем остальные карты. Ну, у кого-то, вот посмотрите, ведь вот эти две, которые мы достали, это отношение партнера к вам. Или как вы ждете какого-то отклика от партнера. Вы знаете, тут вы кому-то можете не доверять. Семерка руками мечей– это карта вора. Вы можете подозревать, что человек у вас, например, заинтересован, к примеру. Или, может быть, узнаете какой-то факт, нестыковочка в чем-то происходит. И это вас заставляет задуматься. Давайте, я могу так предположить, что и человек где-то может закрываться и не верить вам тоже. По крайней мере, такая мысль может закрасться в вашу голову, что человек со мной только лишь потому, что есть какой-то материальный интерес. Ну, как-то неожиданно, это правда. И следующая у нас позиция, будет ли новое знакомство. Вы знаете, тут может быть знакомство с каким-то даже влиятельным человеком. По этой карте это у нас проходят высокие чиновники.
У кого-то вопросы, которые мы должны решать в высоких инстанциях, может быть, это и у кого-то суды шли, да, какое-то время, но тут тогда правильный какой-то выход из запутанной ситуации может быть. Или когда уже конец вот этих судебных слушаний уже близок. По этой карте может быть дельный человек даже в лице адвоката или юриста, который знает, как раскрутить, да, привести к финишу какую-то затянувшуюся ситуацию. Ну и вам где-то будет тоже помогать, когда вы перемещаетесь, мои дорогие, когда вы где-то не застряли на одном месте и делаете, поступаете все по закону. Но мы с вами спросили, будет ли новое знакомство. Тут, в принципе, какие-то люди могут быть, которые стоят более выше, нежели вы на ступенях иерархии. Как сильный мира сего. Ну, насколько сильный, может быть, это даже чиновник, да, там, будем реалистами, я в целом говорю. Но у человека есть эти сферы влияния в руках, а у вас их нет. Вот именно этот момент я имела в виду. И здесь можно, так, знаете, проложить хорошее длительное знакомство, какие-то контакты, общественные связи, может быть, как будто даже нужно продолжать, потому что в последующем вам это может пригодиться. Может быть, это вы решаете какую-то проблему и просто едете по учреждениям. И в этих учреждениях тоже может состояться случайно знакомство. То есть контактов явно будет больше, но с теми больше людьми, которые, мы говорим, нужные люди. И вам по десятке жезлов может быть и тяжеловато от того, что много перемещений у кого-то или много информации, много тех людей, с которыми вы на первых порах можете чувствовать, я не знаю, как с ним выстраивать какие-то отношения, или я не знаю, как начать разговор. Некоторое напряжение вы можете испытывать от какой-то круговерти в виде людей, которые произойдут до конца лета. Словно жизнь ваша может принимать, ну, такой быстрый темп. Или когда вот эта многозадачность. Кстати, и вы можете поставить, кто-то из вас поставить такую задачу, что я должен завершить какие-то отношения. Потому что по десятке жезлов это гнет. Нам уже надоело тащить эту вязанку из 10 жезлов, мы хотим ее сбросить. И вы будете вполне вероятно пересматривать уровень вашей помощи, уровень вашего участия в вопросах тех людей, когда вы можете, в принципе, выкроив это время, посвятить чему-то другому. Вы можете, кстати, даже, пусть это касается вашего ближайшего окружения, у кого-то даже далеких родственников, ну или разного рода родственников, соседей, вы кому-то помогали. Вот здесь вы скажете «нет, стоп». Или вы раньше прислушивались к чьим-то советам, а теперь вы понимаете, да нет, что-то, если я тут всех буду слушать, куда-то не туда идет моя жизнь. Но, видимо, рациональным быть определенно стоит. У вас какой-то, может быть, очень сосредоточенный период по всем фронтам до конца лета. Да точно, тут и не только перемещение, ведь это, по сути, колесница несет нас дорогой успеха. Но это не то, что программируемо, это то, что мы быстро собрались, подпоясались, поехали куда-то, не оглядываясь причем назад. Быстро придется принимать много решений, и в то же время эти решения должны быть рациональны. Всегда по аркану колесницы не упустить какую-то возможность. Тут может где-то помешать вот эта усталость, да, вот вполне вероятно, потому что, как я сказала, много людей. И ведь это карта скорости самой по себе, когда мы, может быть, уже какие-то накопились ряд вопросов, которые мы прежде не могли решить, а тут, правда, какой-то документ, возможность, и для вас словно зеленый свет. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с транспортом, когда придется быстро искать или менять транспортное ваше средство, потому что ехать вроде надо, да, а там какие-то моменты, какие-то неполадки или, может быть, и все хорошо, но не настолько надежно средство ваше транспортное, чтобы отправиться далеко, а вроде бы как отправиться совершенно необходимо. Вам может даже казаться до конца лета, что я просто
устал или устала разрываться. Мне очень хочется как-то определиться, может быть, или прежний мой темп жизни, он не походил ни на что подобное, что вот теперь где-то и сейчас это может быть в конце июня, но, наверное, темп набирать может где-то уже ближе июль или август. И много перемещений будут вызывать как и усталость, но и с другой стороны, такое состояние я могу что-то упустить. Все же у нас вверху карта туз мечей. И по тузу мечей, если мы сказали выход из лабиринта или из какой-то путаницы, мы понимаем, что а ведь и правда куй железо пока горячо. И где-то колесница нам говорит, перемены сами по себе. Это те переменные, которые мы уже не отменим. Новый фокус реальности. Вы его можете чувствовать очень остро. И, может быть, отсюда и ваши ощущения. Если не сейчас, то потом уже никогда. Давайте посмотрим, что вам может помешать. Вот в личной жизни может как раз и помешать. Много дорог, большая ваша занятость, какая-то активность или перемещение по каким-то учреждениям, инстанциям, согласованиям, получение каких-то важных бумаг, вот что-то такое. И есть, с одной стороны, и усталость вот это самое, но, тем не менее, вот посмотрите, для тех, кто в паре, для тех, кто в отношениях, расцвет отношений может быть, и вот эту возможность не упустите, пожалуйста. Может быть, это как-то ваши развиваются даже отношения, если была дружба или какое-то время вы долгое встречались, предположим, вы всерьез задумаетесь, а не объединить ли наш союз и оформить эти отношения. Вот, кстати, вполне вероятно, что вы будете чем-то подобным заниматься, переводить на новый уровень, да, мы говорим, ваши отношения. Но есть все-таки то, что мы не должны упустить, личное счастье, несмотря на то, что такая у вас многозадачность, когда нужно успеть вроде бы и везде, и всюду, но и ведь удачный период жизни, мои дорогие, какой-то старт, потому что колесница – это тот успех, который не теперь приходит, это то, что будет продолжено. А десятка кубков не только про личную жизнь, это по максимуму. И радостные эмоции, это какой-то своеобразный праздник, возможности и финансовое благополучие тоже. Это когда объединяются и эмоции, и ощущение надежности, безопасности, стабильности, тепло-уютного дома. Это все то, что вам очень хочется. И самое главное, как минимум, даже если я такое допускаю, каждый из вас находится сейчас в своей какой-то точке отсчета. Но поверьте, возможности они у вас будут. Не отложить, вот понимаете, на потом. Мы ведь рассматриваем как и неожиданности или те возможности, которые для нас могут в течение какого-то начального периода быть, ну так, за гранью или не совсем ясны, а вот какое-то прекрасное продолжение будет следовать. Давайте мы с вами карту совет. Ну, как будто приготовься. Лет на 10-20. Правда, какая-то история любви и взаимоотношений может продолжена быть на долгий период времени. Буквально на десятилетия. Это когда мы узнаем лучше друг друга, когда мы друг с другом смотрим в одном направлении. Это, знаете, карта спокойствия. Да, пусть это самый медленный рыцарь, но зато самый надежный, будем говорить, потому что он перемещается и успевает уделять внимание деталям. Ну, буквально тем предметам или пентаклям, которые находятся в его руках, как правильно взаимодействовать с людьми окружающими, и вообще, куда я иду, да, или куда моя лошадь ступает. То есть он без оглядки не движется. Он все равно все время что-то анализирует, продумывает. Ну и, наверное, эта карта символизирует все то, что я до этого времени сказала. Вот такие энергии. Видимо, какая-то есть чехарда все-таки с учетом аркана колесница, но и всех остальных, или те вопросы, которые еще требуют вашего внимания, и они пока не прояснены. А тем не менее, из этого есть смысл что-то продолжать, причем продолжать на длительный период и где-то видеть на пару шагов вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.